Сильвия, убитая горем, пришла в морг, чтобы в последний раз увидеть свою умершую дочь. Там ее ждало потрясающее открытие, которое перевернуло ее мир. Сильвия, аргентинка, уже была матерью 3 детей, когда забеременела в 4-й раз. Они с Артуром и ее партнером мечтали о девочке и надеялись на благополучную беременность. Но на 26-й неделе у Сильвии начались преждевременные роды. Ее срочно доставили в больницу на северо-востоке Аргентины. Малышка Марта родилась 2 апреля 2016 года, почти на 3 месяца раньше срока. Она была очень маленькой, весила всего 1,5 килограмма. Самое страшное, она не дышала и не подавала признаков жизни. Врачи пытались реанимировать ее, но все попытки оказались тщетными. Марта родилась мертвой, что было официально зафиксировано в свидетельстве о смерти. Хрупкое тельце девочки завернули в ткань и положили в маленький деревянный гроб. Сильвия, находившаяся под наркозом во время родов, узнала о трагедии, когда пришла в себя. Женщина была полностью разбита горем и не могла поверить, что потеряла дочь. Она почувствовала сильное желание увидеть свою маленькую дочь, убедиться, что ее действительно нет в живых, и сфотографировать ее для отпевания. Она поделилась своими желаниями с мужем, и они вместе с братом мужа отправились в больничный морг. Получив разрешение врачей, они спустились в морг, где Сильвия, несмотря на физическую слабость, морально готовилась к встрече с умершей дочерью. Представить себе ее чувства было невозможно, ни один родитель не должен испытывать такую боль. В морге Сильвия и ее муж Артур нашли маленький гроб с телом Марты. Сильвия, склонившись над коробкой, где лежала ее новорожденная дочь, нежно коснулась ее крохотной ручки. Затем она осторожно откинула ткань, прикрывавшую личико Марты. В этот момент случилось невероятное. В тишине раздался слабый плач, и Сильвия увидела, как на нее смотрят большие, блестящие глаза дочери. Ошеломленная, она отшатнулась, шепча себе, что это лишь плод ее воображения. Но Марта, словно в ответ, открыла глаза, будто говоря: «Мама, я знала, что ты придешь». Присутствующие были в шоке. Как такое могло произойти? Пока Сильвия и ее муж были в оцепенении, брат Сильвии мгновенно среагировал. Он подхватил девочку на руки и помчался с ней в отделение для новорожденных. Ошеломленные врачи, убедившись в том, что девочка жива, перевели Марту в реанимацию. Там требовалось срочно согреть ее крошечное тельце, обеспечить кислородом и питанием. Кроме того, нужно было провести обследование, чтобы понять, не пострадала ли она от пребывания в морге. Параллельно с этим предстояло найти ответ на самый важный вопрос: как такое вообще могло случиться? Пока Марта получала медицинскую помощь, ее родители пытались справиться с шоком. Они уже смирились с мыслью о потере дочери, но теперь им предстояло осознать, что она жива. «Я не могу это объяснить», — признался отец девочки, Артур. «Это просто чудо, сотворенное Богом». Врачи тоже не могли найти объяснение произошедшему. В больнице началось расследование, чтобы выяснить, кто виноват в этой чудовищной ошибке. Вот перефразированный текст. По словам Хуана Родригеса, заместителя министра здравоохранения региона Чако, ключевым фактором является ответственность вовлеченных сотрудников. Они должны отвечать за свои действия. Тем временем состояние Марты, находившейся в реанимации, улучшилось. Было принято решение перевести ее в больницу Буэнос-Айреса, где имелось специализированное отделение для новорожденных с передовым оборудованием. Через несколько дней произошел новый кризис, у Марты остановилось дыхание. Кровоизлияние в легкие привело к остановке сердца, потребовалась экстренная реанимация. Этот эпизод нанес серьезный урон мозгу девочки, и врачи сообщили родителям, что функционирует лишь 12% мозга. Следующие 2 месяца Марта провела в больнице Буэнос-Айреса.
Она постепенно набиралась сил и веса. Вскоре она смогла пить грудное молоко, что свидетельствовало о положительной динамике. К несчастью, отец Мары, Артур, не справился с трудностями и покинул семью, оставив Сильвию с детьми. Теперь все заботы легли на ее плечи. После долгих месяцев тревог и переживаний, связанных с преждевременным рождением Марты, девочка окрепла настолько, что ее можно было забрать домой к матери. Сильвия неотступно находилась рядом с дочерью и ощущала, что держит на руках настоящее чудо, когда везла Марту домой. Но опасность еще не миновала. В течение следующих 1,5 лет у Марты возникнут проблемы со здоровьем. Кроме того, у нее наблюдались задержки в развитии, и стало очевидно, что преждевременное рождение на 3 месяца раньше срока, 12 часов на морозе и остановка сердца не прошли бесследно для ее хрупкого организма. Несмотря на трудности и печальное финансовое положение, Сильвия беззаветно любила и опекала свою маленькую дочь. После медицинского обследования у девочки Марты диагностировали микроцефалию, требующую сложного и дорогостоящего лечения трансплантации стволовых клеток. У Сильвии не было средств на это, но она надеялась на лечение в Китае. Пренебрегая предостережениями врачей о слабости ребенка, она начала сбор средств. К сожалению, в конце июня у Марты произошла очередная остановка сердца. Девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но ее состояние оставалось критическим. Реанимационные мероприятия не помогли, и маленькое сердечко остановилось навсегда. Это была невыносимая трагедия. Сложно представить, что испытала Сильвия, потеряв дочь во 2-й раз, на этот раз окончательно. Разделив свою боль с миром, Сильвия написала прощальное письмо, полное глубокой скорби. Она написала трогательное письмо, в котором выразила свою любовь и надежду на новую встречу. «Сегодня мы не прощаемся, моя любовь, ведь мы обязательно увидимся снова». Она также выразила глубокую благодарность за каждое мгновение, проведенное вместе. Она призналась, что рождение в это время было даром свыше, и что год, 3 месяца и 15 дней, проведенные рядом с ней, сделали ее самой счастливой женщиной на свете. Она верит, что у Марты была особая миссия на Земле. В подтверждение этого она рассказала историю о парне, который, отчаявшись, хотел покончить с собой, но, увидев стойкость Марты, обрел надежду и решил бороться. «У меня мурашки по коже, и я желаю Сильвии и ее семье много сил в эти очень трудные времена». Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!